Сегодня я покажу на практике, пожалуй, лучший способ прокачки тормозов с визуальным контролем процесса без посторонней помощи. Больше не нужно кричать «качай и держи», все можно сделать самостоятельно, визуально контролируя каждый пузырек воздуха. Обязательно поделитесь видео с друзьями, потому как этот способ будет полезен каждому автолюбителю. К 6 способам визуального контроля мы вернемся чуть позже, а начнем вот с такой приблуды. Обратные клапана для прокачки тормозов массово штампуют в Китае. Стоит такую штуку покупать или нет, решите сами после наших испытаний. А чтобы было с чем сравнить, заколхозим самодельный клапан из подручных средств. Тонкие трубки должны одеваться на штуцера с усилием. Из трубки потолще сделаем корпус обратного клапана. Она должна плотно зайти на трубки потоньше. Роль запорного элемента выполнит шарик и пружинка подходящего размера. Можно использовать бусинки из стекла и пластика, они не ржавеют. Идеальный вариант — резиновая бусина. Она обеспечит максимум герметичности. Сгодятся даже саморезы и винты с полукруглыми шляпками. Пружинка и шарик должны двигаться внутри свободно, но без люфта. Длину подогнал по длине пружинки, лишнее обрезал. И, собственно, самоделка для прокачки тормозов готова. Давайте для начала испытаем на столе. Испытательный стенд нам заменит банка старой тормозухи и шприц вместо суппорта. Начнем с самоделки. Сымитируем прокачку тормозов. Загоним немного воздуха. Жидкость и воздух через клапан уходит. Обратно не пускает шарик, потому как подпирает пружина. Можем снять со шприца, чтобы посмотреть, держит ли шарик. Самодельный клапан со своей задачей справляется. Теперь протестируем клапан из Китая, купленный за деньги. Корпус неразборный, из алюминия. Если там шарик не видно, но на корпусе выбита стрелка, указывающая направление движения жидкости. Подключим шприц и прогоним через клапан жидкость. Запустим пару пузырьков воздуха. Воздух прошел через клапан и опять поднимается вверх. Клапан, похоже, не работает. Давайте уберем шприц, тогда сразу поймем, держит ли клапан. Клапан, как видите, не держит. Попробуем еще разок. Нет, не держит. Еще раз подключим самоделку. Самоделка справляется со своей задачей на ура. Может, китайцы набили стрелку не с той стороны? Я повернул приспособление другой стороной, но ничего не изменилось. Жидкость как уходила, так и уходит. Допускаю, что мне не повезло, и это обычный брак. Но где гарантия, что брак не повторится? Самоделку же, которая будет работать безотказно, можно сделать дома своими руками за 5 минут. Шланги сгодятся как резиновые, так и силиконовые. У меня из ПВХ. Корпус клапана можно сделать из маркера или из шприца подходящего диаметра. Как этим чудом пользоваться? Покажу пошагово. Чтобы не скрутить штуцер, обрабатываю ВДшкой. Затем делаю несколько ударов молотком. И только после этого пробуем открутить. Тормозная жидкость потекла. Быстренько оденем шланг. Другой конец в банку. Штуцер — слабое звено. С годами устает металл, к тому же он пустой внутри. Поэтому после 3-5 прокачек рекомендую их менять. Это дешевле, чем высверливать обломки. Тормозуха потечет веселее, как только начну качать педаль.
Не забывайте следить за уровнем жидкости в бачке. Упав ниже минимума, воздух попадет в систему и прокачка затянется на дольше. А теперь главный козырь. Как наблюдать за процессом своими глазами. Предлагаю 6 рабочих вариантов. Первый самый простой, но не лучший. Запись процесса на видеокамеру смартфона с последующим просмотром. Неудобство в том, что каждый раз придется выходить и просматривать запись. Если у вас есть два смартфона, то можно организовать видеосвязь через какой-либо мессенджер и наблюдать за процессом в режиме онлайн. Один смартфон у колеса, другой у вас в руках. За пузырями будете наблюдать в режиме реального времени. Второй смартфон не понадобится тем, у кого есть экшн-камера с трансляцией видео по Wi-Fi. Автомобильный видеорегистратор, как и автомобильная камера заднего хода, подключенная к Android-магнитоле, тоже сгодится для контроля прокачки тормозов. Можно использовать даже бытовой видеодомофон. Я же пошел еще дальше и взял видеокамеру для подводной съемки. Объектив установил прямо перед трубкой. За процессом наблюдал через небольшой монитор. Визуальное наблюдение в паре с самодельным клапаном гарантирует полный контроль при прокачке тормозной системы. Поддержите мое видео лайком, если мой самодельный клапан и фишки визуального контроля реально полезны. И обязательно напишите в комментариях, в какой последовательности качаете тормоза вы. Я по старинке на Toyota Sienna начинал качать с дальнего колеса от руля и заканчивал ближним колесом. Но у других, насколько мне известно, последовательность другая. Кстати, в этот раз меня ждал сюрприз. Я не смог прокачать тормоза с первого раза. Сколько бы я ни качал, пузыри не кончались. При детальном осмотре оказалось, прогнила трубка у соединения в районе задней балки. Эти места плохо защищены от коррозии. И поскольку на этой машине мы собираемся ехать на рыбалку в Астрахань, это более 1500 километров в один конец, я решил заменить все трубки на задней оси. Вот так-то, дорогие друзья. Надеюсь, мой опыт и фишки визуального контроля помогут вам прокачать тормоза идеально, без помощника. И если вам интересно узнать, как заменить своими руками тормозные трубки быстро и дешево, без полного слива жидкости, пишите в комментариях. Как только наберем 500 комментариев с текстом «Хочу замену трубок», сделаю отдельный подробный ролик. На этом все, дорогие друзья, спасибо за просмотр. Если было полезно, не забудьте поставить лайк или дизлайк и подписаться на мой канал.